Началась, в общем, война. Мы поехали с руководом Пушкина. Нет, Павловск. Павловск поехали. Подготовка была к Олимпиаде. Парад должен быть. Сказали, белые блузочки, черные трусики. Только мы туда приехали, на поезде ехали с руководителем. Много нас было. Я в артели хлебопечения работала, в кондитерском. И приехал на велосипеде мужчина, и нашему этому руководу говорит, вас срочно вызывают в военкомат. Началась война. Немцы, значит, напали на Советский Союз. Он стал собираться, и мы все за ним бросились. Приехала, смотрю, по Некрасовой у меня до кондитерского отдела такая очередь стоит с детишками. Набрали, чтобы побольше по килограмму давала я все. Все распродала, все. Последний остался уже фигурный шоколад, 75 рублей, помню. И тот забрали все. Потом перешла на хлеб. На хлебе стояли трое, хлебом торговала. Рабочим еще давали что-то 500 грамм, по-моему. А ижевенцам, детям по 125. Я, значит, спрашиваю, девочка была, подружка у меня в новом доме уже здесь. Спрашиваю, Зоенька, скажи, пожалуйста, почему хлеб вы пекете? Она на хлебозаводе работала. Почему хлеб, песок хрустит? Она говорит, я не могу тебе ничего сказать, меня сразу с работы уволят. Очень строго я уговорила ее. Она говорит, ты знаешь, такой большой чан, разводят картонку, там размачивают, через какую-то мясорубку там ее пропускают. Эту картонку добавляют, значит, в муку, и песок мелкий просеивают песок, говорит, песку добавляют для веса. И сказали, что чтобы никто не знал, чтобы нельзя разглашать. Она поделилась, очень переживала, что я говорю, я не скажу никому. Я ходила ночью домой. В 4 часа приходила, в 5 часов утра. Пешком, трамваи не ходили. И ходила по луне. А когда была луна, это было прямо счастье. Я очень быстро ходила. По луне ходила. Но когда не было луны, прямо на ощупь, чуть в водный канал не упала. Ничего не видать, ведь огонька нигде не было никакого. Ничего нельзя, все заколочено. Все одеялами забито. Как где увидят, так милиция тут же. Вот так вот ходила. Значит, 41-й год до конца. И до октября месяца 42-го. Да, я ходила. Но я уже не могла больше. Цинга меня съела совсем. Такие уродливые ходили. У кого здесь какой-то шар, у кого голова назад повернуто, лицо. Изуродованные все были. У меня нога была на 8 сантиметров короче, свила. Вся была синими цветами, вот так все. Это что-то ужасное было. И потом это стали зубы падать. Кровь с зубов, зубы беленькие, зубки здоровые падали. Прямо вот десны все. Я, говорю, плакала. Замуж никто меня не возьмет. 24 года кончилась война, у меня ни одного зуба не было. Я говорю, кто меня возьмет замуж? Пришла к врачу, она говорит, я вам такой протез сделаю, что сразу заберут. Да. И вот сейчас я вспоминаю, ночью сегодня вспомнила, не спала. Я
Всю ночь простояла, объявили, значит, передачи, карточки только дали, и объявили по радио по 25 грамм тушенки американской. Нам с мамой, значит, 50 грамм. Мама говорит: Зиночка, ты иди, а я, значит, приготовлю кастрюли 4-литровые. Вскипятим и будем целый день с тобой пить. 50 грамм на двоих. Что там, капля. И я пошла. Всю ночь ходила, все погреюсь, приду домой, опять туда погреюсь, опять туда иду. Очередь держала. А работали они со свечками. Очень трудно было. Знаете, как в глазах мелькало. Когда открыли магазин, как хлынули полный магазин народу за этими 50 граммами-то. И вот мне помню, что вот я вот так протянула руку, вот такая бумажка была, она положила мне на руку, а у меня в голове что-то щелкнуло, и я ослепла от голода. Ослепла, повернулась назад, стоит женщина, ну, лет, может, 35 ей было. Мне 19, ей лет 35. И говорю: вы знаете, тетенька, я говорю, мне так плохо чего-то. Я говорю, у меня глаза не видят. Она говорит: подождите, я сейчас возьму и вас провожу домой. Какие-то добрые были люди до войны. Вот она меня повела. Я говорю: это домой не надо, мама расстроится. Посадите меня, я говорю, в снег куда-нибудь. Эту тушенку я потеряла, пока проходила через народ. И думаю: Господи, вот ничего и варить нечего. Потеряла тушенку, посидела, смотрю, небо голубое, думаю, значит, я еще живая, глаза смотреть будут. Прихожу вся в снегу, мама говорит: что случилось? Ну, я верю тебе, я знаю, что ты не съела. Ну, еще ничего, переживем как-нибудь. Что там 50 грамм. Сунулась, карточек нет. Я говорю: наверное, я потеряла, только выдали карточки. Вот она говорит: все, наш конец пришел. А потом мама стала с меня снимать все мокрое. И в рукавичку женщина, видимо, сунула мне новые карточки. У нас была соседка, медсестра, и она пошла чистить квартиры по ночам, пустые. Люди поумирают, они всегда открывали дверь, что мало ли умрут они. И вот она натаскала столько в квартиру себе. И моей маме говорит: ой, Настасья Николаевна, придите, посмотрите, какая я богатая стала. Мама говорит: Мария, ты все должна отнести это в милицию. Если не отнесешь, я сейчас позвоню, значит, сообщу туда. Все должна отдать. Ой, что вы, я столько хожу это по ночам, не сплю, все собирала. Помню, даже мне принесла очень красивый альбом. Я говорю: мама, посмотри, какой красивый альбом, отдай сейчас же. Это не твой альбом. Отняла у меня этот альбом, пошла, заявила в милицию. Ее увезли и посадили. 6 лет дали вроде. Так она и пропала. Наверное, на фронт отправили. Тогда же всех за наказание, за какое? На фронт. У Нарских ворот была толкушка, вот там вот между Нарскими воротами. Вот это я пальто новое снесла, только сшила. Все платья свои, все по одному таскала. Потом у меня был заграничный такой шарф. Интерклуб у нас на Огородника был. Я купила у иностранцев. Красивый такой широкий шарф, горошки крупные. Белые горошки, черный шарф. За 500 грамм хлеба продала. Все, люди как-то золото держали. У меня не было золота. Но я все старалась продать на хлеб, все на хлеб.
Потом патефонные эти пластинки. Патефон снесла, продала. А пластинки у меня были все хорошие такие. По 18 рублей тогда брала. По знакомству еще доставала. Танго хорошие. Все я переносила туда, все продала. Брали сразу. Я вдвойне за них брала. И все продала. Все, что могла, все продала. Ничего у нас не осталось с мамой. Мама говорит, ничего, останемся живы. Так это самое, не живем. А не останемся, так и ладно, съели все. Не будешь. Потом уже лежала, услышала по радио, передают. Фабрика кухня Кировского района. Требуются официантки. Думаю, пойду официанткам. Позову сестру, чтобы за нее держаться. Мне трудно было ходить. Нога короче. Надо было нагибаться. Валя, пойдем. Идем пешком здесь до Кировской площади, до кухни. Официанткой устроилась. Надо было работать. Думаю, может, кормить будут. Похудели все, высохли. И когда пришла, смотрю, титан стоит. Я попробовала чай сладкий. Ой, говорю, ну все, Валя, я говорю, мы выживем с тобой, будем пить чаю побольше сладкого. Стали пить на второй день, смотрим, это поставили несладкий чай, заметили, наверное. Несладкий, и больным давали кусочек. Это обслуживание через врачей, усиленное питание. И вот мы обслуживали, я обслуживала, долго она обслуживала, а потом несла женщине обед. Мясо нарезанное, душистое, такое пюре с подливой. У меня закружилась голова, я вот упала, все. Увезли домой меня на скорой, и больше я не могла там работать. А уже когда попала я в госпиталь военный, если не попала в госпиталь, все живой бы, конечно, меня не было. Я попала в госпиталь. Ходили по квартирам, покойников собирали. Девочки на казарменном положении, видно, с деревень здоровые такие. Пришли, а я одна, мама с кровяным поносом от голода в больнице. Сестра с ребенком в Левашове картошку сажали для фронта. Муж здесь с голоду погиб, у нее за оборону Ленинграда стоял. А она, значит, картошку там посажала. И я одна в квартире. Все открыто, дверь у меня была и окно, я задыхалась, мне не хватало воздуха, как рыбка я дышала без воды. И это самое, когда была сестра, она мне траву нарвет, где-то там найдет, баночку поставит мне, вот я так дышала. Подыши, говорит, тебе легче. И пришли вот с казарменного положения девицы, говорят, вот еще одна, покойников собирали. А у меня не было сил, я не могла вот так руки ей подвинуть, пока мама была. Мама, поверни мне голову, кто-то пришел. Ни голову не шевелила, уже думаю, все, конец скоро мне. Ой, говорит, смотри-ка, говорит, лежит одна, никого нет, такая хорошенькая. Давай отвезем ее в больницу. Взяли простынь, положили, вынесли меня на руках, а положили носилки на коляске. И вот так по улице, помню, везли, простынькой покрытую. Привезли в какую-то больницу, а там сразу взяли на рентген затемненные верхушки легких. Вот я и задыхалась, а то. Это меня оттуда, с этой больницы, сразу увезли в госпиталь. На каких-то автобусах везли.
И когда подошел ко мне на кушетке врач, мужчина, вот так взял, а волосы все остаются у него в руках. Он мне говорит: деточка, придется тебе это стрижку сделать наголо. Я ему глазам моргаю, что это делай, делай, что хочешь. Думаю, только бы не трогал голову, сразу потеряю сознание. Видимо, он, наверное, знал. Машинкой подстриг. Лежала в детской палате 20 человек в палате. Вот там я когда удивилась. Суп мясной, кусок мяса в супе, масло кусок, и на булке масло, и 2 здоровые котлеты там с картошкой, с макаронами, с чем-то. Я спрашиваю рядом девочку, я говорю: вас всегда так кормят? Она говорит: да, хорошо кормят. Это же легочники. Думаю, ну теперь, наверное, я выживу. Так я и выжила, пока лежала в госпитале. Почти перед концом войны долго я лежала. Я хотела выписаться. Врач сказал: не надо. Зачем вам? Лежите. Да. И я это самое... Когда же я выписалась, прихожу, а квартира занята, и жить негде. Как я мучилась. Господи, как я мучилась. Я прихожу в свою квартиру, лежит рыжая женщина на моей кровати. А тогда вышло распоряжение всем военным открывать квартиры с семьями. Они... Я говорю, рядом 18 метров комната, кто там? А там мой брат, он тоже военный. У меня муж военный. Я говорю, у нас еще маленькая комнатка у меня была, там патефон до пластинки, 6 метров. Я говорю, а там кто? Там наша мама. А я говорю, я куда должна теперь идти? И вот так я болталась. Я к одной подружке прихожу, к другой приду. Кусочек хлеба мне сунут. У меня же ни карточки, ни прописки, ничего нет. Вот так я долго ходила. Пришлось замуж выходить.